Представь себе, где-то в ледяных непроходимых глубинах у побережья Антарктиды, в абсолютной темноте, в условиях чудовищного давления и холода, скользит существо, которое видело этот мир до того, как на суше появились динозавры. Оно не просто выжило с тех времен, оно почти не изменилось. Как будто время его не касается. Знакомься. Чимаэра монстроса, или, как ее называют в народе, рыба-химера. На первый взгляд может показаться, что это просто еще одна странная глубоководная рыба, которых немало. Но это нечто совсем иное. Ученые называют ее живым ископаемым. Ее род уходит корнями в доисторические времена, к животным, населявшим планету более 400 миллионов лет назад. Это примерно в 2 раза старше первых динозавров. И в отличие от большинства древних существ, которые давно вымерли или кардинально эволюционировали, химера будто застыла во времени. Как если бы кто-то законсервировал ее форму навсегда, чтобы напомнить нам, насколько древним и устойчивым может быть жизнь. Это не просто редкость, это аномалия. То, что она до сих пор существует в современном океане наравне с акулами, млекопитающими и прочими представителями эволюции, вызывает у биологов настоящее восхищение. Химера будто бросает вызов времени, говоря: «Я была здесь до вас и останусь после». Но что делает ее такой выносливой? Почему она не исчезла, когда вымирали гигантские ящеры и исчезали целые экосистемы? Ответ кроется не только в ее строении и привычках, но и в том, где она живет. И вот тут начинается действительно пугающе. Увидеть химеру впервые все равно, что заглянуть в сон, от которого хочется проснуться. Ее тело — странный пугающий гибрид, словно собранный из деталей разных животных. Огромные круглые глаза, в которых отражается свет даже самых слабых подводных ламп. Плавники, больше похожие на крылья, и хвост, напоминающий кожаную ленту или плеть, будто у какого-то подземного демона. Многие, кто впервые сталкивался с химерой, описывали ее как существо из кошмаров. Но все это не просто пугающая оболочка. Каждая деталь ее тела несет функцию, выточенную временем. Эти глаза, например, позволяют ей улавливать мельчайшие проблески света в абсолютной темноте. А крылья помогают ей парить толще воды почти без движения, чтобы не тратить энергию. Редкий навык в таких суровых условиях. Но самой пугающей частью ее тела остается ядовитый шип, расположенный перед спинным плавником. При прикосновении он может легко пробить кожу и ввести токсин. Этот шип не оружие нападения, а средство защиты. Даже на глубине, где редко встречаются другие существа, химера сохраняет осторожность. Жизнь научила ее защищаться. Но что заставляет ее прятаться? Почему она обитает в самых недоступных уголках океана, вдали от солнечного света, от глаз хищников и даже от нас, людей? Ответ скрыт в самом дне океана, там, куда мы почти не добираемся. Большинство людей даже не представляют, насколько враждебны могут быть глубины океана. Температура воды в антарктических зонах может опускаться до 32 градусов по Фаренгейту. Давление в тысячи раз выше, чем на поверхности. Света нет вообще, ни капли. Там вечно царит темнота, и любое существо должно быть либо гением адаптации, либо мертвым. Именно там живет химера. Ее чаще всего находят на глубинах от 1 до 5 миль под уровнем моря. Это места, куда обычные подводные аппараты добираются с трудом. Даже современные технологии не могут гарантировать безопасность в таких условиях. Давление буквально раздавливает любую неподготовленную технику. Именно поэтому так мало информации об этих существах, мы просто не можем попасть к ним в гости. Но химера чувствует себя в этих условиях как дома. Более того, это ее естественная защита. Подобно древнему монаху, она живет в уединении, где ничто не может ее побеспокоить. Там нет конкурентов, нет резких изменений климата, там стабильность, то, чего так не хватает поверхностному миру. Эта изоляция сыграла решающую роль. Она позволила химере сохранить свои древние черты без необходимости меняться. Там, где другие виды исчезали, химера просто жила дальше, не эволюционировала, ей не нужно было. Ее среда осталась почти такой же, как миллионы лет назад. И именно в этой изоляции скрыт один из главных ее секретов. И если бы ты мог прожить 100 лет и не постареть, ты бы захотел узнать, как это сделать, правда? У химеры нет паспорта, но, по оценкам ученых, многие особи живут десятки лет, не демонстрируя признаков старения, характерных для других рыб. Их кожа не истончается, глаза не мутнеют, органы не отказывают, все работает, как будто время для нее не течет. Секрет кроется в темпе ее жизни. Глубоководные существа живут медленно. Их метаболизм крайне низкий. Им не нужно постоянно двигаться, тратить энергию на согревание или борьбу с внешними угрозами. Они словно впадают в постоянное состояние экономии. И это дает результат. Кроме того, химера имеет уникальную структуру ДНК. Ученые начали сравнивать ее геном с другими видами и обнаружили, что некоторые участки химерной ДНК отвечают за репарацию клеток, то есть восстановление повреждений.
Этот процесс у химеры невероятно эффективен. Клетки стареют, но восстанавливаются до исходного состояния. И снова, и снова. Конечно, речь не о вечной жизни в буквальном смысле, но по меркам природы она действительно почти бессмертна. И если мы поймем, как работает ее организм, это может изменить все, от медицины до технологий замедления старения. Но удивительное только начинается, ведь сама химера — это не просто древний долгожитель. Это живой осколок времени. Когда динозавры впервые ступили на Землю, химеры уже были в океане. Они существовали задолго до первых лесов, до появления птиц, даже до формирования современных континентов. Их след — это не просто линия времени, это прямая нить к самым первым позвоночным. Ученые выяснили, что химеры отделились от общего эволюционного древа акул и скатов более 400 миллионов лет назад. С тех пор их линия почти не изменилась. Это все равно, что найти iPhone в Древнем Египте, он просто не должен там быть. Но он есть. И это вызывает массу вопросов. Почему они не вымерли, как их собратья? Почему эволюция не заставила их кардинально измениться? Возможно, потому что химеры сразу оказались настолько приспособленными к своей среде, что изменения просто не были нужны. А может, потому что их среда почти не менялась, и они были одними из немногих, кто выжил, потому что прятались от мира? Как бы то ни было, химеры — это не просто рыбы. Это хранилище информации, океанская капсула времени, которая может рассказать нам, как выглядела жизнь до нашей эпохи. Но заглянуть внутрь этой капсулы можно только одним способом — изучив ее тело. А внутри там невероятное. Если рассматривать химеру как машину, созданную природой, то ее конструкция одновременно пугает и восхищает. Ни одна часть ее тела не кажется привычной. Начнем с необычного — ядовитого шипа. Он расположен на спине чуть перед первым плавником. Этот шип способен вводить токсин, вызывающий сильную боль даже у человека. Это редкое свойство для глубоководных рыб, ведь в таких условиях агрессия почти не встречается. Но химера словно говорит: «Я тихая, но не трогай меня». Еще одна странность — отсутствие челюстей с зубами в привычном смысле. У нее вместо зубов костные пластины, которыми она перемалывает еду. Это не просто анатомическая прихоть, а ключ к выживанию. Такие зубы не ломаются, не истираются и идеально подходят для поедания ракообразных и моллюсков, которыми богаты морские глубины. Ее плавники не двигаются, как у обычных рыб. Они широкие, похожи на крылья, и именно благодаря им химера не плавает, а парит в воде. Это минимизирует энергозатраты и позволяет ей часами зависать в одном месте, выжидая добычу или избегая опасности. Отдельного внимания заслуживает мозг. У химер он пропорционально крупнее, чем у многих других рыб. Более того, его строение отличается от того, что мы видим у акул или скатов. Ученые до сих пор спорят, насколько она умна и как устроено ее восприятие. Предположения колеблются от примитивного инстинкта до специализированного сложного мышления. А теперь глаза. Они огромные и лишены зрачков. При освещении подводной камеры они начинают светиться зеленым. Эффект, называемый таппинг. Это специальный слой, отражающий свет обратно через сетчатку, увеличивая шансы на улов мельчайших отблесков в абсолютной темноте. Такой набор аномалий создает не уродца, а идеальную машину для жизни в аду. Все в ней — результат миллиона удачных решений, принятых эволюцией. И каждое из этих решений уводит нас все дальше от привычных представлений о рыбах. Но даже без зубов она остается охотником. И то, как она это делает, поражает. Когда слышишь «беззубая рыба», воображение рисует нечто беспомощное, что еле добывает пищу. Но у химеры все иначе. Ее костные пластины, выступающие в роли зубов, напоминают мощные жернова. Они не режут, они дробят. Раковины, панцири, твердые покровы — все это для нее не проблема. Охота у химеры — это не стремительный бросок, как у акул. Это терпение. Она медленно парит у дна, двигаясь почти незаметно. Ее сенсорная система улавливает мельчайшие движения в воде, а электрорецепторы чувствуют биополе добычи. Это особенно эффективно в полной темноте, где зрение не играет главную роль. Как только цель замечена, химера подбирается вплотную и делает молниеносный бросок вперед, хватая добычу широким ртом и сдавливая ее костными пластинами. Щелчок, и раковина моллюска лопается, как бумажная. Все происходит бесшумно. Никаких всплесков, крови, паники, только ловкость и эффективность. Интересно, что у химеры, в отличие от большинства рыб, не развиты органы, отвечающие за вкусовое восприятие. Это говорит о том, что она руководствуется не вкусовыми пристрастиями, а практичностью. Если что-то питательно, она это съест. Если нет, проплывет мимо.
Также у нее есть необычный кожный покров. Он покрыт толстой слизью, которая не только защищает от паразитов, но и делает ее менее заметной для хищников, использующих обоняние. Эта слизь — биохимический щит, который до сих пор изучается учеными на предмет антимикробных свойств. Она не нуждается в силе или скорости. Ее главное оружие — тишина, точность и древняя проверенная стратегия. Но чтобы род ее не прервался, она должна еще и передать свои черты следующему поколению. А вот как именно она это делает, почти никому не известно. Когда дело доходит до воспроизводства, химера снова уходит в тень. Ее размножение — одна из самых загадочных тем в современной морской биологии. Причина проста. Это происходит так глубоко, что мы почти ничего не видим. Но кое-что известно. Самки химеры откладывают яйца. Это уже само по себе необычно, ведь многие глубоководные рыбы рождают живых детенышей. Ее яйца — длинные кожистые капсулы, похожие на футляры. Они медленно опускаются ко дну, где должны пролежать неделями, а иногда и месяцами, прежде чем из них вылупятся молодые химеры. Самцы имеют уникальный орган — клеспер, который позволяет им удерживать самку в условиях течения и ограниченного пространства. Сам акт спаривания происходит быстро, но требует точности. И да, это случается в полной темноте, без визуального контакта. Ориентиром служат феромоны и слабые электрические сигналы. Ученые недавно начали находить эти яйца у подводных склонов у берегов Антарктиды. Некоторые были даже доставлены на поверхность, но до сих пор никто не наблюдал рождение химеры в неволе. Слишком сложны условия, слишком долг цикл. Этот долгий и скрытный процесс делает воспроизводство химеры уязвимым. Любые изменения в среде, сбои в температуре, вмешательства человека могут нарушить хрупкий цикл, но он продолжает работать миллионы лет, без сбоев, без революций. А теперь представь, все это время внутри этих яиц передается не только жизнь, но и секрет вечного долголетия. Если есть у природы инструкция по выживанию, то у химеры она написана в ДНК. Ученые, получив доступ к генетическому материалу этих существ, были поражены. Некоторые участки их генома отличаются столь сильно от других рыб, что выглядят как зашифрованные послания из прошлого. Главное, что заинтересовало биологов — способность к регенерации. Исследования показали, что у химеры есть активные гены, которые в других организмах либо отключены, либо работают неэффективно. Речь идет о механизмах восстановления ДНК, защиты от опухолей и контроля клеточного деления. Многие виды стареют, потому что клетки скапливают ошибки. У химеры же эта система работает на удивление чисто. Ошибки исправляются, повреждения устраняются. Это не полное бессмертие, но биологическая устойчивость настолько высока, что она впечатляет даже медиков. Некоторые ученые уже предлагают использовать химер как модель для создания новых лекарств, продлевающих жизнь. Если мы поймем, как работают эти гены, возможно, сможем применить это знание к людям. Звучит как фантастика, но исследования уже начались. Однако есть один орган, который особенно заинтересовал биологов, и он не просто важен, он революционен. Внутри тела химеры скрыт орган, который, возможно, важнее всех остальных. Это ее нервная система странная, не совсем такая, как у других рыб. И в ней таится один из ключей к пониманию того, как организм может выживать и функционировать в условиях, близких к полному отключению от внешнего мира. Начнем с факта: у химеры чрезвычайно крупный мозг по сравнению с другими глубоководными существами. Более того, его форма и структура существенно отличаются от таковой у акул и скатов. Некоторые его участки значительно увеличены, особенно те, что отвечают за обработку электрических импульсов. Это не случайно, ведь химера не полагается на зрение, ей нужно чувствовать добычу и окружающий мир иначе. Она буквально видит электрические поля, создаваемые живыми организмами, и не просто реагирует на них, анализирует. Это требует мощной нейронной обработки, почти как у некоторых млекопитающих. Ее обонятельные доли мозга тоже развиты на удивление сильно, в сотни раз больше, чем у других рыб. Она может улавливать запахи на огромные расстояния, несмотря на низкие температуры, замедляющие химические процессы в воде. Но наибольшее удивление вызвала проводимость ее нейронов. В лабораторных условиях биологи обнаружили, что сигналы в ее нервной системе распространяются с необычно высокой скоростью для глубоководного животного. Это может быть результатом особой структуры миелина — вещества, покрывающего нервные волокна и ускоряющего передачу сигналов. Интересно и то, как химера реагирует на раздражители. Она не паникует, не метается. Вместо этого анализирует, оценивает и лишь потом действует. Такое поведение необычно для рыб, живущих в экстремальных условиях. Это заставило некоторых исследователей задуматься. Возможно, перед нами одна из самых хладнокровно разумных рыб на планете. Нейробиологи уже начали изучать состав белков в ее нервной ткани. Эти белки устойчивы к холоду и давлению, что может помочь в создании новых лекарств от нейродегенеративных заболеваний, таких как Альцгеймер или Паркинсон.
Также активно изучается ее способность сохранять активность в условиях почти нулевого кислорода. Ведь это может быть применимо к лечению инсультов и гипоксии. Но химера интересна не только тем, как она думает, а тем, как она не меняется. И вот следующий вопрос, который ученые задают все чаще. Почему эволюция ее обошла стороной? Поймать химеру достя задача не из простых. Это не рыба, которую можно вытащить сетью у берега. Ее среда — многомильные глубины, экстремальное давление и полная темнота. Именно поэтому каждый экземпляр, попавший в руки ученых, становится почти святыней. Для ее поимки используют специальные глубоководные тралы или спускаемые аппараты с капканами, способными выдержать гигантское давление. Операции часто длятся неделями и стоят сотни тысяч долларов. Даже при успешной поимке химера редко переживает подъем. Разница в давлении губительна. Тем не менее, несколько образцов удалось доставить в лаборатории, преимущественно в Новой Зеландии, Норвегии и на юге Чили. Ученые исследуют не только ткани и органы, но и микрофлору, слизь, геном, а также поведение в полуживом состоянии. Именно благодаря этим редким случаям мы узнали о необычной структуре ее ДНК, о токсичности шипа, о механизме охоты и строении глаз. Были разработаны модели нейронных путей и проведено сравнение с нервной системой других древних видов. Все данные подтверждают одно — химера — это не просто биологическая редкость. Это потенциальная сокровищница новых медицинских и биологических открытий. Но настоящие сенсации начались, когда исследователи всерьез взялись за изучение того, что делает химеру практически неубиваемой как вид. Как оказалось, дело не только в генетике. Самый шокирующий факт об этом существе — оно почти не изменилось за сотни миллионов лет. Почти все другие животные претерпели радикальные метаморфозы. У кого-то появились крылья, у других — легкие, у третьих — шерсть и молочные железы. А химера? Та же форма тела, те же плавники, те же органы. Это поразительно. С биологической точки зрения отсутствие изменений означает, что вид оказался настолько идеально приспособлен к своей нише, что эволюция просто не нашла, что улучшить. Никакие катастрофы, ледниковые периоды или изменения температуры не вытеснили ее. Ученые называют это эволюционной стабилизацией. Вид, вошедший в режим выживания, перестает меняться, потому что все внешние угрозы или устранены, или находятся вне досягаемости. Это может быть результатом сверхузкой специализации или уникальных условий среды, где нет давления на изменения. У химеры это проявляется на всех уровнях, от анатомии до поведения. Она живет медленно, безопасно и эффективно. Все это в совокупности делает ее живым символом стабильности. Это как если бы человек нашел способ замедлить старение, избежать войны, голода и катастроф и просто жил в безопасности. Но даже в этих идеальных условиях химера сталкивается с вызовами. Один из них — сама среда, в которой она обитает. Представьте, что на каждый дюйм твоего тела давит 1000 фунтов. И так каждую секунду, всю жизнь. Это обычная реальность для химеры. Давление на глубине, где она обитает, варьируется от 5 до 15 тысяч фунтов на квадратный дюйм. Для сравнения, даже современная подлодка может не выдержать таких условий. Добавь к этому почти нулевую температуру, полную темноту и полное отсутствие быстрых источников пищи. В таких условиях большинство организмов просто не выживают, а химера не просто выживает, она процветает. Как ей это удается? Во-первых, у нее нет воздушных полостей, которые могли бы сжаться под давлением. Ее тело заполнено плотной тканью и гелеобразными структурами. Это снижает нагрузку. Во-вторых, ее клеточные мембраны состоят из особых жиров, которые сохраняют эластичность даже в экстремальном холоде. Наконец, ее метаболизм адаптирован под минимальные энергозатраты. Она не двигается лишний раз, не охотится без нужды. Кроме того, у нее особая форма крови. Исследования показывают, что она содержит необычно высокую концентрацию белков, которые защищают клетки от разрушения под давлением. Эти белки потенциально могут быть использованы в медицине, особенно при создании препаратов, устойчивых к экстремальным условиям хранения. Но самое интересное, как все эти биологические особенности можно применить к человеку. И вот тут начинается настоящая наука будущего. Когда ученые говорят о старении, они имеют в виду износ клеток, сбои в делении, накопление мутаций, разрушение белков. Все это со временем приводит к болезням, слабости и смерти. Но химера, кажется, замедлила или обошла этот процесс. Изучение ее генома уже позволило выявить активные участки, отвечающие за репарацию ДНК. Кроме того, в ее организме отсутствуют некоторые маркеры воспаления, характерные для стареющих тканей у млекопитающих. Это может означать, что ее иммунная система не стреляет по своим, как это происходит у людей в старости. Именно эти свойства стали предметом изучения в ряде биомедицинских
медицинских лабораторий. Ученые уже разрабатывают модели, в которых пытаются включить гены химеры в культурах человеческих клеток. Цель — научиться лечить стареющие ткани, останавливать рост опухолей и даже создавать устойчивые к времени органы. Это еще не эликсир бессмертия, но путь к нему может начинаться с глубин, где плавает рыба, пережившая динозавров. И если все это звучит как научная фантастика, то только потому, что мы забываем. Природа уже сделала это. Она уже создала бессмертие. Просто оно прячется на дне.